Доброе утро, друзья! Не стала себя снимать сонной в палатке. В общем, как прошла ночь? Вначале долго не могла заснуть. Но не потому, что было там холодно или страшно или еще что-то. Скорее, наверное, потому что я привыкла засыпать значительно позже. Но в районе 12 часов я все-таки заснула. Однако всю ночь, так или иначе, меня будили мыши. Они бегали именно в изголовье, по палатке бегали, не внутри палатки, по палатке. Но ощущение было, как будто они буквально бегают по голове. И потом заснула, хорошо прям заснула и проспала до 8 утра. Хотя думала проснуться там в часов 5, там поснимать речку. Не, нифига. Проспала до 8 утра благополучно. Ого, жирок с холодца в супе застыл. Суп как холодец стал. И вот такая радость тут бегает, щипалка. Ну, я не знаю, кто как их называет, мы называем щипалки. Сейчас я ее отсюда, так сказать, достану. Разогрею супчик. Давай, подруга. Эй, что ж ты не хочешь вылазить? Давай, 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 на ложку давай. Пока я тебя не раздавила, ё-моё. Ладно, с кусочком жира я ее. Хопа. Без жира не хотела уходить. А потом чайка попить. Но никак не иначе. В общем, грею суп. Реально получился замечательный суп-холодец. Видите, какими кусками. Забавненько. Чай с круассанами. Завтрак в постель, друзья. Вот так. Танюша завтракает на Змеином острове. Супчик покушала. Теперь чай с круассанчиками. Замечательно. Солнышко вышло. Красота. Просто красота. Хожу по острову налегке. В руках штатив и монопод, и камера. Вот и вся нагрузка. Пройдусь. Иначе что же я буду вам показывать? Я же не могу просто приехать на остров, сесть и сидеть на одном месте. В чем интерес? Знаете, хожу я тут довольно беспечно. Никаких змей. Даром, что остров называется Змеиным. Получается, у меня довольно-таки комфортный сегодня походик. Ну, день только начался. Я вот заметила, что по острову много вот таких ям. Ям вот такого размера. Возможно, это ямы от упавших деревьев. Вон там дерево. Тут дерево. Почему-то горелые, опять же, деревья. И вот ямы. Ну да, и вот оно остатки корневища. А это уже реально суровая яма. О, она идет вглубь и вглубь. Так, попробую, конечно, насколько камера позволит туда заехать. Ага, на входе паутина. Что у нас там? Ну, вроде ничего такого. Сижу и чувствую, кто-то по мне ползает. А я вот, оказывается, села на муравьиный домик. Они поселились в дереве. Интересно. Мурашек.
ползет по мне. Так, куда ж ты ползешь? Я его хочу на руку взять. Он не хочет. Мурашек. Вот он. Вот здесь стояла моя палатка. Прямо на этом кустике. Ну ничего, вроде он не пострадал. Выглядит вполне нормально, да. Место костра. Что, поплыли вокруг острова. Заодно поучусь грести. Классно. У меня получается водный поход. И это не запланировано. Я не думала об этом. Благодаря моему другу, что он мне так предложил. Я-то думала забросить на остров, да и все. Посижу там, и все дела. Тут еще заплывы такие. Я обогнула островок. Ой, хорошо-то как. Я просто искренне балдею. Во-первых, поход получился полностью неожиданным. Погода замечательная. Приключения. Природа красивая. Небо красивое. Правда пасмурно, но красивое. Чувствую себя замечательно. Мне очень нравится плавать. Мне очень нравится плавать. Ух ты, вот чуть перестала грести, меня довольно-таки неплохо унесло. Метров на 20. То есть такое течение. Если перестаешь грести, сразу сносит. Туда, левой. Левой. Ага. Чтобы к берегу нам не надо. Мы лучше посередине пойдем. Ну, как я говорю, посередине пойдем. Вроде как все время тут ходила на лодках. А вон они шлюза. Сейчас меня от них развернет. А я не знала, что у нас такие растут. Прикольно. Красиво. Вот оплыла остров по кругу. А вчерашние вот эти заросли камышей, где я из-за ветра не могла нормально пройти. В общем, позвонил мой друг и сделал такое заманчивое для безумной Танюхи предложение. Короче, обратно я возвращаюсь, плыву куда-то туда-туда. В общем, он у меня в другом месте заберет. То есть у меня сейчас получится небольшой сплав по Северскому Донцу. Круто, у меня небольшой сплав по Северскому Донцу. Такого еще в моем походном арсенале не было. Вот я и сплавляться, друзья, начала. Это же замечательно, правильно? Я пребываю в некоторой эйфории. Так как существо я странное. И в эйфорию меня приводят странные вещи. Ночевки на всяких там островах, одиночные сплавы, одиночные походы. Ой, как красиво так выглядит. Всякие там бури, ураганы. Вообще непонятно что. Вот такой я безумный человек. И красивая река. Берега красивые.
Ну, на самом деле Северский Донец, он похож и на Дон, и на Днепр, и на другие аналогичные реки. Ну, в смысле, Дон и Днепр, конечно, больше, но сама береговая линия, растительность очень похожи. У меня в этом году были какие походы? У меня были пешие походы, у меня был велопоход. И вот, почему бы не быть водному походу? Это же круто. Это очень классно, интересно. Разнообразие. Навыки разные будут у меня. Ох, ряска плывет по Донцу. Вот туда буду причаливать сейчас, под красивую ивушку. А мой друг стоит с удочкой, рыбачит, меня ждет. Ой, классно. Что-то мне еще причалить-то как-то неохота. Здравствуйте. Я причалила. Замечательно. Фух. Все. Вытягиваем лодку. И опять я как-то так иду, чтобы снимать задом наперед. Чего только не сделаешь ради съемок. Сейчас выйдем, развернемся. Вон, машинки. О, как я эту лодку по кушерям тягала. По кушерям тягала? Ну как, подальше чуть-чуть отойти. Заезжаем. Будем кушать борщик, перчик. Винограда уже слопала.